Идем по пешеходному переходу. А высота, короче, здесь вообще жесть. Я не знаю, какой это этаж. Но вот в такой высоте мы находимся. И существует несколько путей, как здесь спуститься. Один из них вот такой вот, как лестница очень жесткая. Мы здесь спускались по ней. Я посчитал, мы сейчас находимся на уровне где-то 11 этажа. А второй вариант, как спуститься, это лифт. Вот можно спуститься по лифту. И здесь обычная лестница вниз. Как в многоквартирных домах. И в лифте получается всего 2 этажа. Верхний R и Greyground. Вот они здесь дублируются. Вчера вечером мы уже проходили через эти районы, так скажем, и наткнулись на контейнеры, где люди могут пожертвовать свою одежду, БУ или новую одежду. Но часто бывает, что люди покупают одежду, она им не нужна. Мы проходили мимо и нашли просто новую одежду. Она реально классная. И вот сейчас вот мы хотим посмотреть. Может быть, найдем еще что-нибудь интересное. Контейнеры были где-то здесь. Вот все, вижу. Вот уже люди загружают что-то. В цивилизованных странах такое существует. Я в Европе видел, в Австрии, в Вене. В Германии, по-моему, тоже было такое. Вот просто контейнер. И вот люди выкидывают. И вон сумка какая крутая была. Вот, получается, сюда закладываешь одежду. И вот там полная одежда. Если вы такой же бедный турист, как и я, то вы спокойно можете принять душ бесплатно в любом спортивном центре. Их довольно много по Гонконгу. Нужно всего лишь найти туалет, ванную, раздевалку. Вот она там. И, как ни странно, но там нельзя снимать почему-то. Странно. Я, конечно, не буду снимать. И получается, просто заходишь и можешь сходить в туалет, помыться, освежиться. То есть это вполне бесплатно, никто здесь не проверяет, никаких нет документов, ничего. То есть просто без спросу заходишь и моешься. То есть это вполне, очень круто, в общем, что можно помыться, привести себя в порядок. И таких центров, я повторюсь, довольно много. То есть всегда в 10-15 минутах ходьбы в любом случае будет спортивный центр. К примеру, я был Tai Wo Hall спортцентр. И, допустим, если затрудняетесь найти спортивный центр, то в поисковике, допустим, я пользуюсь офлайн картами Maps.me. Можно просто написать спортивный центр, спортцентр. Он покажет ближайший. Туда и направляйтесь. В Гонконге бывает довольно сложно ориентироваться и вообще, допустим, даже пользоваться той же самой картой, потому что здесь очень высокие дома, то есть дома по 40 этажей. И очень много таких переходов наделано. И вчера я шел здесь вечером, даже у меня был GPS, у меня все было офлайн карта, все хорошо. И то я сумел здесь немножко заблудиться, заплутать, потому что здесь очень много проходов. То есть можно спуститься сюда вниз, там пройти как-то лесенка, можно здесь подняться. И часто бывает так, что к примеру, спуститься вниз, и здесь тупик. Дальше уже не пройдешь. И сейчас мы поднимаемся наверх, и вот слева за листвой скрыта лестница вниз. И бывает такое, что действительно просто не пройти. Получается, я поднялся сейчас наверх. Здесь идет довольно широкая улица через дорогу, она снизу, лестница вниз. То есть, с одной стороны улицы, чтобы спуститься вниз, надо воспользоваться этой лестницей. Когда мы спустимся, спускаемся в парк. Из такого парка широкая дорожка, как променад, и там дальше лестница вниз на улицу. Но вечером это заметить довольно сложно. Можно пройти прямо. Там тоже своего рода площадь. И вот пешеходная дорога над, как я понимаю, это стоянка подземная. И там тоже можно спуститься дальше. Очень много переходов, воздушных, мостов всяких разных, подземных, туннелей. Это действительно очень удобно для местных, потому что очень рационально используется пространство. И чтобы добраться с одного места города в другое, тратишь намного меньше времени, потому что не нужно стоять на светофорах. То есть это удобно, но если вы путешествуете, если вы бедный турист и путешествуете, как я, особенно вечером, то можно заплутать немножко, особенно когда торопишься.
и нужно ходить в день там по 10, 15, 20 километров, тогда иногда бывает сложно. Но зато удобно для местных. Оказывается, что деревья пронумерованы не только у границы. Деревья, пальмы. Оказывается, вот они тоже пронумерованы. И, честно, даже заметил такие места, что, к примеру, какая-то гора, и она заливается бетоном, и она тоже пронумерована. И там есть какие-то акты и так далее. Но это, понятное дело, что это только для местных, но... Точнее, наверное, даже для чиновников. Ну вот. И получается, вот я прошел по этому туннельчику, то есть по мостику прошел. Здесь вот такая площадь. Она не только для жителей этих домов, а любой человек может прийти сюда и провести время. И буквально вот площадь. И здесь рядом с площадью эскалаторы. То есть это не метро, это не какое-то учреждение, не магазин. Просто эскалатор на улице. В лифте нельзя пользоваться собакам с 7 утра до 9 вечера. Спасибо за кооперацию. Стою такой у Макдональдса, пытаюсь продать рисунки, и тетя приносит мне апельсины. И это так мило, что она специально пошла на базар. То есть она прочитала на надписи, что я не против помощи в виде еды в том числе. И она пошла на базар, купила апельсинов и принесла мне. Блин, так прям мило на самом деле. Стою здесь, стритую. И тут рядом стоят две тети. Точнее, они прошли мимо меня и ничего, мы посмотрели, ничего страшного. Но кто не знает, то в принципе в Китае это вообще запрещено. А в Гонконге как бы лояльно относятся, но всегда подходят и просят уйти. Второй день подряд торгуем у вот этого магазинчика, базарчика. И реклама просто ужасна. Она длится, наверное, секунд 15 и повторяется на протяжении всего дня. Вчера это была другая фраза, ну, другая интонация, она была еще короче. Сегодня хочешь подлиннее. Просто вот послушайте. Это ужасно. Мои молитвы были услышаны и включили вчерашнюю, я не знаю, серенаду, что ли. Я оставлю это без комментариев. Теперь вы меня понимаете, вот слушать такое несколько часов подряд? Я думаю, что наступило идеальное время, чтобы рассказать про вспомогательную табличку, которую мы используем при стритовании, чтобы объяснить прохожим, кто мы и что мы. С переводами нам часто помогают местные, потому что даже незначительная ошибка может ввести людей в заблуждение. Так, секундочку. Можно музыку в студию? Ой, спасибо. Давайте покажу ту табличку, которую используем прямо на данный момент. Ладно, так, наверное, будет непонятно. Сейчас все сотрем и напишем заново. Что-то вроде «Мы путешественники, мы в путешествии уже 3 месяца, проехали 13 тысяч километров, это наша 8-я страна. А вы можете поддержать наше путешествие, если купите наши рисунки или фотографии, и мы будем очень рады любой поддержке, деньгами, разговорами и продуктами. Благодарим вас за помощь.
Мое утро начинается с того, что я хочу отправиться... чуть-чуть устал. Хочу отправиться в храм к ситхам. И, как мне сказали, что там можно покушать бесплатно. Поэтому я хочу сейчас это проверить. Любой желающий, любой нуждающийся может прийти, покушать. Сейчас здесь на красный свет попробую перейти. Любые желающие могут и нуждающиеся. Но я нуждающийся в данной ситуации, потому что я турист и путешествую без денег. Поэтому я считаю, один раз я точно могу попробовать. Плюс еще расскажу про такой опыт своим зрителям. Здесь надо снять обувь перед тем, как зайти в храм. Вначале вот я зашел, послушал молитву. И потом вот здесь вот получается лифт на ground floor. Это самый нижний этаж. На самом нижнем этаже находишь место, где можно сесть. И разносчики еды подходят к тебе и предлагают что-то, и ты можешь спокойно попросить. Вот такая еда. Лепешки выдают. В общем, каждую еду выдает отдельный человек. Он ходит с ведром, либо с корзиночкой. Чтобы лепешку получить, надо притянуть руки. Вот такие вот ведра. Еда очень вкусная, немножко острая, но на мой вкус она вообще шикарная. Она очень-очень вкусная. В общем, вот эта рисовая каша, она нереально сладкая, вкусная. Но она не просто рисовая каша с сахаром. Мне кажется, что кокосовое молоко, либо соя, вот, либо все вместе вот, добавляют такой прям очень интересный вкус. Это остро и это остро. Я делаю так, в принципе, как и все остальные. Лепешку отрываешь, я делаю типа ложечки. Так вот берешь и все, кушаешь. Еда очень вкусная. А еще на выходе стоит аппарат для чая. Это вот такой вот чай с приправами, с молоком. Он нереально вкусный. Блин, я вообще удивляюсь, насколько индийская еда вкусная. Я не хочу здесь просто в открытую снимать, потому что, мне кажется, это будет как-то некрасиво по отношению к индусам. Еда очень вкусная, чай вообще обалденный. Еда немножко острая, но на мой вкус я уже привык к острой еде уже и в Китае. В Гонконге, кстати, еда вообще не острая, но здесь немножко остренькая. Так что для желающих покушать, так скажем, на халяву, конечно, зайти можно, но я бы советовал бы все-таки предложить еще свою помощь. Я советую сделать, как сделали мы, когда подошли к парням и по-английски спросили, можем ли мы как-то помочь. Вначале они подумали, что они нам должны помочь, потом мы сказали, нет, мы хотим вам помочь. Они сказали, да, пожалуйста, можете помочь посуду, заняться разноской еды. Я не мог снимать, потому что, по понятным причинам. Но свою помощь, я считаю, нужно предложить, потому что они не обязаны кормить бесплатно. Но они делают очень доброе дело. После плотного обеда мы отправляемся обследовать южный остров Гонконга. Мы еще не нашли действительно прибыльных мест и хотим попробовать постритовать в разных частях Гонконга. Плюс не всегда рентабельно ехать на другой край Гонконга, поскольку мы потратим драгоценное и время, и деньги. Сейчас мы находимся в районе Центральный, в котором расположено большое количество небоскребов, деловых и финансовых центров. Можно сказать, это бизнес-центр. Буквально в 200 метрах находится пирс с шикарным видом на полуостров Коулун. Движение на воде довольно оживленное. Вдалеке, кстати, видно лодки, корабли, паромы и даже крупные суда. Можно, кстати, взять билет на паром и отправиться с южного острова, это где мы сейчас находимся, в Коулун, это то, что вот находится через гавань Виктория. Либо даже в соседний Макао, если есть лишние деньги, конечно, на казино. По-моему, немножко, конечно, отвлеклись. У гавани нам не удалось найти подходящего места, да и туристов было довольно мало. Так что отправимся, посмотрим, что происходит в других частях района.
проходя вот по такому туннелю, мне почему-то показалось, что в этом оживленном туннеле можно будет хорошо постритовать. Поэтому мы провели здесь, наверное, где-то минут 20-30. Люди просто проходили мимо нас, не обращали на нас внимания. Поэтому было решено пойти еще дальше вглубь центра. Кто бы мог подумать, но в центре бизнес-района мы нашли уличный рынок. Гонконговцы в поисках уже новогодних подарков, а до Нового года осталось буквально считанные дни. Но что-то мне подсказывает, что такая суматоха не только из-за Нового года. Почему-то мне кажется, что такое состояние – это нормальное состояние этого района. Давайте просто прогуляемся, посмотрим на людей. Я имею в виду, как выглядят местные жители, какие товары на прилавках и как это все умещается в крохотном пространстве среди небоскребов. А продукты на любой вкус. Если мясо, то свинина, говядина, курица. А если рыба, то она свежая каждый день. То же самое, кстати, с овощами и фруктами. Это уже предновогодний, перед китайским Новым годом. Всякие разные украшения, вот эти вот красные магазины, так называемые. Это люди уже подготавливаются к Новому году. В основном там, типа, желаю счастья, денег, любви, долголетия и так далее. Оказывается, в центре Гонконга точно такой же рынок, как и в Китае, и, наверное, вообще везде. Куча вещей, куча всякого барахла. Я уже не буду особо зацикливаться насчет цен. Цены довольно дешевые, как для наших стран, но немножко дороговато, мне кажется, для Гонконга. Потому что здесь рядом Китай, все это везется из Китая. Куча вот таких вот сушеностей, куча вещей, все это китайское, дешевое. Поэтому в Китае может все то же самое, как и чуть-чуть дешевле. Поэтому здесь вещи особо смотреть даже не будем.